Друзья, приветствую вас на своем канале Словения с Хельга Уайт. Сегодня мы поговорим с вами о пенсиях в Словении. Многих мигрантов заботит тема пенсий в Словении. Переезжают люди за 40, а то и за 50 лет, и пенсии не за горами. И многих волнует, имеют ли они право на получение пенсии в Словении и какие условия должны быть выполнены, чтобы они эту пенсию получили. Начнем с того, что Словения – это стареющая страна. Средний возраст людей 40+. В стране сейчас проживает 600 тысяч пенсионеров. В Словении нет гендерного различия. И мужчины, и женщины имеют одинаковые права и могут идти на пенсию в одинаковом возрасте. И давайте посмотрим, в каком возрасте и при каких условиях люди имеют право на пенсию. Есть два варианта. Первый вариант – это когда люди уходят на пенсию в 65 лет, имея официального рабочего стажа 15 лет. То есть 15 лет они официально работали и 15 лет выплачивали взносы в пенсионный фонд. Второй вариант – это когда люди могут выйти на пенсию в 60-летнем возрасте, имея официального трудового стажа 40 лет. То есть человек 40 лет работал и все 40 лет отчислял средства в пенсионный фонд. Минимальная пенсия при условии 40-летнего рабочего стажа составляет 653 евро. Если эти деньги перевести в рубли, то получится примерно 57 тысяч рублей на момент снятия этого видеоролика. Также есть пенсия по старости. То есть человек, например, не имеет достаточных лет официального стажа, но в силу возраста работать уже не может. И такая минимальная пенсия по старости составляет всего лишь 280 евро. Если перевести эту сумму на рубли, то это примерно 24 тысячи рублей. Для Словении это очень-очень мало. Как минимум это потому, что здесь высокие коммунальные платежи. И если человеку не хватает денег на существование, то он может обратиться в социальную службу и попросить социальную помощь. Служба рассмотрит заявление и решит, будет предоставлена социальная помощь этому человеку или нет. Помимо этого проверит все доходы детей этого пенсионера. И если социальная служба обнаружит, что у детей достаточно средств, то в дополнительной социальной помощи может быть отказано. Но бывают такие случаи, когда дети, например, отказываются помогать своим родителям, и в таком случае человек все равно может просить социальную помощь. Также социальная служба проверит, имеет ли пенсионер в собственности квартиру, которая стоит более 120 тысяч евро. И если у пенсионера есть в собственности квартира более 120 тысяч евро, то тогда социальная служба или государство в лице социальной службы может наложить на квартиру некоторое обременение. Здесь в Словении она называется пломба. Человек не имеет права ее продать. Он будет получать некоторую социальную выплату, но распоряжаться своей квартирой он не сможет. А после его смерти квартира будет выставлена на продажу, и государство заберет с продажи свой долг, а остальную часть уже разделит между наследниками. Социальная помощь может быть не только в денежном эквиваленте, а также и в продуктовом. Я, кстати, видела эту социальную помощь в продуктовом эквиваленте и хочу сказать, что продукты очень хорошие. Там и молоко, и различные консервы, и мука, и масло, и даже туда же входит стиральный порошок. В среднем пенсионеры в Словении получают пенсию от 600 до 700 евро в месяц. На такую пенсию вполне можно прожить, если люди живут в паре.
То есть жив и муж, и жена, и они, например, получают по 600 евро пенсию, то на эту сумму можно вполне вдвоем прожить. Но самая незащищенная категория пенсионеров – это пожилые вдовы, которые остались без мужей. Очень часто так получается, что зарплаты у женщин меньше, чем у мужчин, и они меньше имеют трудового стажа. Например, какое-то время они не работали, занимались детьми, а когда начали работать, соответственно, у них была зарплата меньше, трудового стажа в итоге меньше, и оставшись без мужа, им крайне тяжело выживать. И вот я здесь интересовалась этим вопросом. Что делать, например, вдове, которая осталась без мужа и практически совсем с маленькой пенсией на руках? И узнала, что такая вдова может отказаться от своей пенсии и выбрать пенсию мужа. Но здесь есть некоторый нюанс. Если у вдовы вообще нет никакого рабочего стажа, то она может претендовать на пенсию своего мужа не более чем на 70%. А если, например, вдова не хочет отказываться от своей пенсии, то она может попросить 15% от пенсии своего умершего супруга. Ну, здесь женщина сама может посчитать, как выгоднее ей поступить. И еще многие интересуются, какие льготы есть для пенсионеров. Я была очень удивлена, что пенсионеры не имеют никаких абсолютно скидок на коммунальные платежи. Они имеют скидки, например, в магазинах, там, в музее есть скидки, на какие-то там выставки, даже в зоопарк есть скидка. Везде есть цены для пенсионеров, но на коммунальные услуги скидок у пенсионеров нет. Но, кстати, есть большой плюс, что по всей Словении общественный транспорт для пенсионеров бесплатный. Это тоже, кстати, очень хорошо экономит деньги. С января 2023 года каждый месяц пенсионеры выходят на митинги. Они требуют значительного повышения пенсий. Также они хотят получать 13-ю пенсию и также хотят дополнительных выплат. Конечно, пенсионеры очень недовольны своим положением и хотят лучшей жизни для себя. Недавно, конечно же, повышали пенсии пенсионерам, но это просто какие-то смешные деньги. Там просто буквально на несколько евро было повышение. И, конечно же, пенсионеры этим крайне недовольны. И хотела сказать, что если вы мигрант, переехали в Словению, официально работаете, выплачиваете отчисления в пенсионный фонд, то вы имеете право, как и все остальные граждане, на получение пенсии. Есть еще, кстати, вариант ежемесячно выплачивать в пенсионный фонд больше минимума, чтобы рассчитывать на более высокую пенсию. Но на самом деле это крайне невыгодно. Я как-то обращалась к страховому агенту, мы пытались это рассчитать, и мне показалось, что это просто совершенно невыгодно платить сейчас ощутимые деньги для того, чтобы когда-то, возможно, получать пенсию на несколько десятков евро больше. И из моих знакомых пенсионеров тоже никто так ни разу не делал. Кстати, меня смотрят словенские пенсионеры, и если у вас есть что добавить к этому видео, то очень буду рада прочитать любую информацию в комментариях. Друзья, на этом мое видео подошло к концу. Надеюсь, вам было интересно и видео мое было полезным. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и комментировать. Пока-пока, до новых встреч!